Приветик, мои дорогие звездочки! На связи вновь Луна. Видео о создании идеального персонажа. К слову, переходите по подсказке. Я говорила, что в следующей части мы разберем не только биографию, но и то, как придумать имя персонажу. Но тема оказалась настолько обширной, что пришлось вынести ее в отдельное видео. И вы сейчас его смотрите, поэтому запаситесь вкусняшками и приятного просмотра! Честно говоря, я очень дотошна в продумывании имен для своих персонажей, поэтому за несколько лет накопилось множество идей для выбора имени. К слову, именно поэтому большинство идей будет сопровождаться примером одного из моих героев. И начнем мы с просто красивого имени, или же понравившегося. Легко, правда? Для этого достаточно открыть интернет и вбить поиск. Японские, русские, необычные имена и прочее. У меня таким персонажем является Мари. Сейчас будет целая группа моих любимых и относительно простых идей, объединенных названием «Имена со значением». Ну что же, пункт 2. Имена со значением ассоциации. Тут проще всего привести пример. Лукас – это свет, а Лукас у меня добрый лучик света. Третий пункт. Имена по черте характера или же качеству. Например, Лаура – это победительница. Лау очень легко достигает первых мест, где бы она ни участвовала. Пункт 4. По номеру рождения. Знаете, первый сын, второй, третий и так далее. По статусу или роду деятельности. Кай – господин, он выходит из знатного рода. Шестое. По достатку. Ричард – богатый, у него есть крупная компания. Пункт 7. По событию биографии. Например, в книге или фильме. Таким способом вы можете дать подсказку читателю. Например, Нео Возрожденный. Что же это значит? Вы никогда не узнаете. Пункт 8. По внешности. Анжелика – это ангельское личико. Думаю, понятно, чем она выделяется. С именами по значению мы покончили. Поэтому пункт 9. Прозвище. Иногда героя могут называть каким-либо именем или словом, которое приживается сильнее, чем основное. В какой-то момент сам герой будет представляться прозвищем вместо имени. Наверное, могу тут привести себя, потому что в классе меня всегда называли рыбкой. Пункт 10. Имя, данное при странных обстоятельствах. Например, это может быть несуразное имя, которое дали родители, проиграв кому-то в споре. Думаю, один из фандомов меня понял. Пункт 11. Известная личность. Певец, музыкант, актер и прочие известные личности. Имена персонажей могут быть на них отсылкой. Кай, Кайметов или же Кай, Айдол. Для каждого свое, выбирайте сами. Пункт 12. Герой из произведения. Возможно, вы им просто вдохновились, а возможно, делаете полноценную отсылку. Например, имя Эри было взято из моей геройской академии, и они очень похожи по характеру. Пункт 13. Растение. Нет, я не сошла с ума. Примером такого имени является Роза, но могу также подкинуть имя Глаксиния. Пункт 14. Боги. Особенно много вариаций в Древней Греции. Например, имя Дион произошло от Дионы, богини дождя. Ну а он умеет управлять грозой и молниями. 15 пункт. Герои легенд и сказок. Если первое, что пришло вам в голову, был Колобок, то в мире есть множество других историй малоизвестных, что делает поиск имени еще более увлекательным. Вот вам краткая история имени Глория. Был врач, у него была бесплодная жена, но он основал тайную больницу для рабов, как посоветовал ему раб-сириец. И через год в награждение родилась дочь Глория. Переходим к 16 пункту. Дети, рожденные в определенное время года или время суток. Я хотела изначально отнести этот пункт к именам по значению, однако поиск в интернете подсказал, что если ребенок рождается в определенный сезон, то ему больше подойдут определенные имена. Например, для летних больше подойдут Аня, Маша, Вася и так далее. Но также есть имена со значением сезона или же времени суток. Лилин, рожденная ночью. Пункт 17. Изменение слова или же перевод слова с другого языка. Например, Ада – это ад, а Стар – это звезда с английского. Пункт 17. Имя персонажа, которое совпадает с именем предка персонажа. Возможно, вам просто лень придумывать несколько имен. Но тогда вспомните, что во Франции 19 королей были Людвигами. Например, у меня это Стар-старший и младший. Мода. В зависимости от эпохи были популярны определенные имена. Списки самых частых можно просто найти в интернете. К слову о моде, также можно использовать имя бренда. Тиффани.
Ну и в завершение вы можете взять имя своего знакомого или же ваше. Я, честно говоря, обычно избегаю подобный пункт, чтобы никто из моих друзей не приписывал себе негативные качества героя. Но мне очень понравилось сочетание Александра Владимировна, она была моим учителем географии, которая теперь учитель для моих персонажей. К слову, для фамилии можно использовать абсолютно те же идеи. Надеюсь, мне удалось помочь вам с выбором имени и фамилии вашему герою. Поделитесь в комментариях вашими идеями для выбора имени. И заходите в наш телеграм-канал. И традиционно подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до новых встреч, мои дорогие звездочки!